Перемирие отменяется, стороны обменялись ударами. Сбылось невероятное, Трамп намекает, что накажет Россию. Удар по престижу. Кто заставляет Путина отказаться от любимого шоу? Уничтожение ключевого судна. Разрушена важная логистическая цепочка. Паника в Кремле, недовольство жителей регионов растет, Москва идет на отчаянный шаг. До выборов остались считанные дни. Как изменился рейтинг Виктора Орбана? Следствие вышло на новый этап. Экс-премьер окажется в тюрьме? Миллионы лезут не туда. Несмотря на запреты, россияне продолжают делать то, что нельзя. В Казахстане женщин наконец-то приравняют к мужчинам в важном вопросе. Но есть нюанс. Об этих и других событиях к утру четверга 9 апреля. Только главное, без шума и пропаганды. Нехта рассказывает о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Двухнедельное перемирие не продержалось и дня. По версии иранской пропаганды, первыми начали не они. В нарушение режима прекращения огня американо-израильские силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лаван» на острове Лаван. По версии Исламской Республики, удары привели к пожарам. На место прибыли спасатели и службы безопасности. В свою очередь, ряд стран Персидского залива заявили об ударах со стороны Ирана всего через несколько часов после объявления перемирия с США. В ОАЭ ПВО перехватывало ракеты и дроны. В Кувейте сообщили об ударах по нефтяным объектам, электростанциям и объектам водоснабжения. По данным властей, инфраструктура получила серьезные повреждения. В атаке участвовали около 3 десятков вражеских дронов. В Бахрейне есть раненые. Там осколки сбитого беспилотника повредили дома в районе Ситры. 2 человек пострадали. В Саудовской Аравии дрон атаковал ключевой нефтепровод. Повреждена насосная станция на магистрали длиной около 1200 километров, через которую страна начала качать сырье после блокировки Ормузского пролива. А ведь всего за несколько часов до этого Трамп отменил адские бомбардировки Ирана, а вместо этого написал о двухнедельном перемирии. Пока Иран бил по арабским странам региона, президент США пребывал в некой иной реальности. Пока в Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах раздавались взрывы, Трамп писал вот это. Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы определили, пережил очень продуктивную смену режима. Обогащения урана не будет. Мы обсуждаем и будем обсуждать с Ираном смягчение тарифов и санкций. Многие из 15 пунктов уже согласованы. Но в том же посте Трамп пригрозил союзникам Ирана. Он вспомнил о своем любимом оружии и пообещал за любую военную помощь режиму наложить 50% пошлины на экспорт в США. Неужели наложат тарифы на Китай или на Россию? Верите? Делитесь. Не до жиру быть бы живу. Впервые за 30 лет в Москве может не состояться майский парад. Причина – Украина. А точнее, ее новые дальнобойные ракеты. В эфире Соловьев Лайв ситуацию разъяснил Z-блогер Илья Туманов, более известный под ником Fighter Bomber. Представляете, там в момент парад «Равняйсь смирно» объявляется ракетная опасность. И что? Что будет? Ну, понятно, картинка прорвется, понимаете? А что будет твориться на площади и вокруг нее? Ну, такое себе будет событие. И, конечно, это будет такой существенный удар в медийном плане. То есть я даже думаю, что там оно, может быть, ничего не долетит, но делать-то что-то надо. По словам Туманова, воздушную часть уже отменили. Репетиция наземной части 5 апреля не состоялась. Военным приказали разъехаться по местам дислокации до особых указаний. В Кремле отвечают уклончиво. Дмитрий Песков еще в субботу убеждал, что к празднованию готовятся. А в честности этого рупора Путина мы убеждались не раз.
Украинские защитники продолжают демилитаризацию морских просторов. По старому адресу отправлен еще один русский полувоенный корабль. В город читались дронами поражен железнодорожный паром «Славянин» в районе Керченского пролива. По данным разведчиков, это было последнее такое российское судно в этих водах. Паром использовали для военной логистики. «Славянин» перевозил топливо, технику и боеприпасы в Крым. Теперь, по заявлению Главного управления разведки Минобороны Украины, этот транспорт выведен из строя. Иран обстреливает арабские страны, но хотя бы Ормузский пролив открыт. Об этом уверенно заявил глава Пентагона Пит Хексет. Что касается пролива, вы видели первоначальное соглашение, которое было достигнуто, а именно Иран разрешил судам проходить через него. Так что это будет происходить. Они будут ходить. Но есть и другие сведения. По данным The Wall Street Journal, корабли у Ормузского пролива получают предупреждение от ВМС Ирана. Проход только с разрешения властей Исламской Республики. Без него риск уничтожения. Позже появились сообщения о пересечении пролива первыми судами, но их единицы. А в акватории Персидского залива в ожидании находятся сотни судов, включая 426 танкеров и более 50 газовозов. А Дани, которую взимает режим с танкеров, открыто объявили по государственному ТВ Ирана. Это $2 миллиона. Иранские пропагандисты даже прикинули, что за год только на этом рэкете Аятолла и компания заработают $64 миллиарда в год. Но свой счет есть и у других. Катар официально обвинил Иран в атаках дронами и ракетами и потребовал компенсации. Доха уже уведомила ООН. Тегеран несет юридическую и финансовую ответственность за нанесенный ущерб. Речь идет о полном возмещении всех разрушений. Детектив с бомбой под газопроводом, звонок Дональда Трампа и приезд Джей Ди Венса. Ничего не помогло. Виктор Орбан продолжает полет в пропасть. По данным нового опроса, оппозиционная партия ТИСа может получить до 66% мест в парламенте, от 138 до 143 мандатов. Уверенное большинство. По данным агентства Медиан, на основе 5 последних опросов правящая Фидес может получить всего 49-55 мандатов. Если прогноз сбудется, это будет политический перелом. Новая власть получит контроль над парламентом и сможет менять правила игры, а для Орбана это риск обрушения системы, которую он строил более 15 лет. Тучи сгущаются и над бывшим премьером Украины. НАБУ и САП завершили расследование против главы некой фракции Верховной Рады. Имя официально не названо, но детали указывают на Юлию Тимошенко. Ее подозревают в попытке выстроить систему выплат депутатам за нужное голосование. По версии следствия, в конце 2025 года она предлагала нардепам деньги за лояльность. Речь шла не о разовой взятке, а о регулярной схеме с авансами. Материалы уже переданы защите. Следующий этап — суд. Статья серьезная, от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как думаете, дойдет до суда и приговора? Государство запрещает все строже, а россияне все равно лезут туда, куда нельзя. По данным Левада-центра, практически половина взрослых жителей страны заявляют, что продолжают читать телеграм-каналы. Каждый пятый делает это ежедневно. Несмотря на давление и ограничения, аудитория остается огромная. Правда, за год цифры немного просели. Было 53%, а в целом интерес к новостям в интернете тоже снизился. Сейчас их читают 72% россиян против 76% год назад. Но, может, не все честны с социологами. В стране, где можно попасть под статью уже не только за репост или лайк, но даже за поиск так называемого нежелательного контента. Павел Дуров несколькими днями ранее заявил, что его мессенджером продолжает пользоваться 65 миллионов россиян. Предприниматель объявил всех их участниками цифрового сопротивления. А какой участник сопротивления расскажет первому встречному социологу всю правду. Владимир Зеленский заявляет, Киев поддерживает прекращение огня между США, Израилем и Ираном, но есть нюанс.
Украинские экспертные военные команды продолжат работать в регионе ради дальнейшего развития возможностей в сфере безопасности. Ситуация в этом регионе оказывает глобальное влияние. Любые угрозы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Персидском заливе усиливают вызовы для экономики и уровня жизни в каждой стране. Зеленский также напомнил о главном: свобода судоходства в Ормузском проливе – ключевой вопрос для мировой экономики, и будущие договоренности должны учитывать интересы всех сторон. В Казахстане женщин уравняют с мужчинами, но это вряд ли им понравится. Речь идет о повышении пенсионного возраста до 63 лет. Это произойдет поэтапно к 2031 году. Власти прямо говорят, старое решение не отменяли, пауза была временной. Казахстан начал переход к накопительной пенсионной системе, и там идет прямая зависимость пенсии от трудового участия граждан в пенсионной системе. Поэтому сокращение периода трудового участия влечет за собой соответствующее снижение уровня пенсии. В этой связи и было в свое время принято решение о повышении возраста. В Кремле срочно ищут козлов отпущения. По данным Института изучения войны, в России готовят замену глав сразу 3 регионов: прифронтовых Белгородской и Брянской областей, а также утопающего Дагестана. Логика простая: снять напряжение перед выборами и не допустить протестов. И главное, отвести удар от Владимира Путина. То есть классическая схема: царь хороший, бояре плохие. А Гладков еще позволял себе публичную критику решений центра. В Кремле на место этого грустного чиновника рассматривают назначение вояки. Речь о генерал-майоре Александре Шуваеве. По данным СМИ, он может занять должность уже в ближайшие дни. Шуваев командовал бригадой ДНР, которую обвиняют в расстрелах пленных. При этом он получил звание Героя России. Пока в богатом нефтью Казахстане хотят повысить пенсионный возраст для женщин, в Италии первыми в мире пошли на немыслимый шаг. Тут официально разрешили брать оплачиваемый отпуск для ухода за больным питомцем. Правда, недолго, до 3 дней. Теперь это обязанность работодателя, а не жест доброй воли. Речь пока только о кошках и собаках. Логика простая: в стране уже действует закон, который не позволяет оставлять в беде животное, а не оказание медпомощи таковым и является. Плюс исследования показывают, утрата питомца часто бьет по психике так же, как и серьезная потеря близкого человека. Решение выглядит символично. Государство впервые прямо признало: кот или собака – это не просто животное, а часть семьи. Кто запустил баллистику после поста Трампа? Как Казахстан готовится к худшему сценарию? Кто из главных союзников начал сливать Орбана? Когда Роскосмос объявит о создании Лунной Народной Республики? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Приглашаю на вечерний выпуск.